коробочка, я это называю коробочкой. Там есть нейрончики, аксончики, там есть какие-то... Мы бухнули, мы кайфуем, мы там чем-то, мы кайфуем. Игры то же самое. Привет, гриндята, вы на канале стримера, а я Вовка Петрожицкий. Вот и прошли 2 недели в игре No Rest for the Wicked. Как вы помните, играю я на лучнике. И сегодня я поделюсь с вами своей эндгейм сборкой, которую я дополнял, получая новые знания об игре. У меня получилась очень сильная сборка, которая может легко закрывать весь контент. В целом вы не чувствуете даже боссов. Но опыта в игре у меня на данный момент, конечно, все равно мало. Ребята, я несколько раз переделал свою сборку, поэтому там в ролике будет много важной информации. Поэтому не перематывайте его. Это будет касаться скилла, допустим, или еще какого-то аспекта. Внимательно слушайте и смотрите. Я кое-где сделал сностки, поэтому и читайте ролик тоже. Поэтому обязательно пиши свои замечания и советы в комментариях, если ты ветеран в этой игре. И перед началом ролика я попрошу тебя не забыть поставить лайк авансом. И приятного тебе просмотра. Один лук у меня для фарма карт. В нем повышение урона от рунических атак и крит урон повышения дэмэджа. Также он дает здоровье при убийстве мобов, что помогает мапиться быстро и не задумываться в вампиризме, так как вампиризма немножко не хватает. Вдобавок к этому нам, конечно же, идет вампиризм с такого кольца, с чумного, которая дает 15 вампиризма при низком уровне здоровья. Максимальное здоровье снижено при этом на 27%, но это даже хорошо для нашего билда. Позже я расскажу почему. Также я поставил здесь скорость передвижения, опять же для того, чтобы быстро передвигаться по карте. Итак, так будет выглядеть основная пушка, которой мы будем наносить урон боссам. В идеале у нас должно быть все точки в урон против крупных врагов. Также, если вы боитесь играть, так как мы будем на лоу хп играть, в максимальное здоровье, видите, у нас снижено на 18%, вы можете играть через вот такой лук, по типу этого. То есть урон повышается, у вас там неважно какой тех, берете по боссам, такой же по гигантам, либо от рунических атак, либо можно вот этот взять, и дает барьер 37%. В моем случае это потому что заточены. Можно заточить фулл в барьер, он будет много давать тогда. И если вы боитесь выживать, но так меньше урона будет. Я лично бегаю вот так, без ничего. Также сейчас покажу сборку, без лоу хп, будет чуть-чуть меньше урона, но зато будет большой мув спид. Играть я буду в фулл лайте. Многие могут подумать и написать, уже были такие ребята, что это плохо, это не работает, выживаемости нет, и оно никаких плюсов не дает. Но плюс есть, потому что мы очень быстро можем перемещаться по карте своими липами, прыжочками. При этом у нас очень мало стамины тратится на это, что дает нам большой мувмент. В целом мы можем очень быстро закрывать карты. Один человек писал, что якобы баланса не будет, намекая на то, что мы будем постоянно в стане, там падать, изучить механику меня просил, но, видимо, он не знал, что есть тех стабильные, повышение защиты по балансу. Да, восстановление выносливости снижено, конечно, но это никак не мешает играть. Таких тега у меня 3. 3 на 3 вещах достаточно. Здесь я взял стремительные, чтобы скорость атаки повышалась. Итак, на короне у нас корона, петушиная корона. Да, тут написано ястреба, но не обольщайтесь, это именно петушиная, потому что мы убили всех петухов, и теперь мы главная курочка на районе. Здесь у нас шанс критического урона повышается. Электрический урон повышается на 10%. Чтобы масштабировать урон. Да. Ведь мы же играем на электрическом дэмэдже. Если вы не увидели, у нас же чары здесь, правильно? Также забыл сказать, в обоих случаях я выбираю базу острой. Почему острая? Она дает дополнительный крит урон. Да, мне писали на Твиче, что она повышает при этом урон. Что при складывании, допустим, этих 40+% к той базе, вроде как меньше урон дает. Но нужно не забывать, что в опене этого достаточно. А в горниле мы именно набиваем очень много обычного ДПС, что в перемножении уже в будущем в горниле даст более высокие цифры, чем в опене. Так как флат урон мы сильно будем поднимать, и процентовка будет лететь высоко-высоко в горы, а на длине, как мы все знаем, процент
процентное соотношение меняется в худшую сторону только, то вот эти минус 10%, они там затеряются. А вот дополнительный мультипликативный дэмэдж, который уже после этих перемножений увеличивает наш урон, как раз таки увеличит его многократно. Также здесь мы берем лечение, повышается на 45% при низкой концентрации. Почему 45? При этом обратите внимание, что у нас стоит черная жемчужина. Такая у нас будет стоять везде, потому что мы будем играть на низком уровне здоровья. Как это работает, я покажу немножко позже. Впоследствии она увеличит в 2 раза все вот эти показатели, которые вы видите сейчас на экране. В том числе и расход нашей концентрации при низком здоровье. Лечение в этом случае повышается на 90%. То есть отхиливаемся мы с любой тычки 100%. На тушке у нас урон повышается на 25% на 10 секунд после оглушения врага. Данный аффикс будет работать только на боссах, дополнительно повышая дэмэдж. Он хорошо работает на рыцарей, так как во второй стадии, после первой стадии у нас будет дополнительный урон, и мы быстро убиваем его. Также берем критический урон, сопротивление урону повышается на 17% от текущей прочности. Да, несмотря на то, что дэмэдж нам очень нужен, советую вам ловить именно вот в этот тех, в сопротивление урона, все свои крутки. Почему? Потому что раньше можно было ставить их на всех шмотках, теперь это можно брать только в теле. А минус 20% к урону, это будет лучший ролл в нашем случае, так как очень сильно повысит нашу выживаемость. Дальше, общая скорость повышается на 15%, на 10 секунд. Опять же, берем для того, чтобы быстро муваться, быстро стрелять, зачищать быстро мапы. В целом, этот билд очень быстро проходит мапки, вы это можете видеть на экране. Я очень быстро клирю локации под мором, боссов убивать у нас тоже нет, конечно же, проблем, потому что, урона хватает. Урона хватает. Ритузы. Шанс критического урона, электрический урон, восстановление выносливости на 30% от текущей прочности поднимается. Опять же, вспоминаем, да? У нас x2, 60%. Вот мы и нивелируем весь негатив. Вот этот типа восстановление выносливости снижено. Нет, оно не снижено, так как я взял этот тех, и в штанах его более чем достаточно. Можно даже в него точнуть, если вам, допустим, не хватает. Но я, конечно же, рекомендовал бы здесь либо в урон брать, чтобы минмаксить его, либо взять физическое сопротивление, в зависимости от того, как вы играете, аккуратно или нет. Также забыл сказать, везде мы можем брать минус концентрацию, получение урона в концентрацию, везде этот тех берем, не бойся, нам не нужна концентрация. Почему? Почему, ты спрашиваешь? Потому что, опять же, у нас лечение повышается на 45% при низкой концентрации. Она нам не нужна в целом, мы будем отхиливаться все равно вот с этой пассивки, плюс вампиризма, поэтому концентрация нам не понадобится. А это нам дает дополнительный слот, и при этом мы негатива никакого не чувствуем. То есть берете везде, истощает концентрацию, отнимает концентрацию и не паримся. Ролл этот ловится легче всех остальных. Вообще проблема. Этот упал, вот этот не важно. Не важно, вообще не задумывайтесь об этом. Дальше. Перчатки. Критический урон повышается. Здесь можно его апать вверх. Сопротивление стихиям повышается тоже хорошо на 14%. И также берем здесь дополнительные хилы, лечащие от текущей прочности 15%. Можно, кстати, поменять этот ролл на что-то другое. Но я уже сделал в таком варианте. В целом, мне кажется, вот этих 90% вам вполне будет хватать с головой. Поэтому можно и заменить. Также я здесь взял накопительный эффект от энергии, повышается на 20%. Но мне кажется, это тоже вариативный вариант. Можно было просто в урон идти. Но опять же, я поставил это для чего? Чтобы быстро набирать электричество и при этом активировать вот эту пассивку. По-быстренькому мапиться, бегать, чтобы у нас не спадал вот этот статус, потому что мобы, когда шотаются, возможно, иногда электричество не успевает накопиться, когда они тоненькие. С этой пассивкой вроде как всегда. Я в быстрой скорости. Те, кто были у меня на Твиче, видели, как я быстро бегаю. Ну просто флеш. Сборка мне этим и нравится. Так, из колец тут все ясно. Чумное кольцо на вампиризм при низком здоровье, кольцо решимости, вот такое красивое. Если ты видишь это колечко и очень хочешь его, то приходи на стрим. Я буду раздавать такие кольца. Потому что на следующем стриме я буду бегать без конца горнило. Поэтому приходи и смотри. Этот стрим будет 5 числа.
5 числа я буду раздавать вот такие кольца всем подписчикам новым и зрителям. Поэтому обязательно, ребята, заходите на Twitch и смотрите. Последний слот мы берем рунное кольцо атакует. Урон от атак снижается у нас, но атаками мы атаковать вообще не будем. Мы будем бить только руническими атаками, а именно мультивыстрелом. Для максимального урона тушку мы берем вот такую. Дает бронепробиваемость. Да, я раньше не знал, что этот вид дэмэджа работает на стихийный, но оказывается вот так вот. Вот так вот. Я допиливаю ролик по кусочкам между стримами, я узнаю что-то новое и дополняю. И вот этот билд уже он максимальный дэмэдж будет выносить. Поэтому выбираем вот такой вариант, если хотим убивать. Также во всех же шмотках у нас истощение, вот эта концентрация идет. Расход это не важно. Но здесь желательно взять 15 здоровья снижения. Желательно поймать минимальный ролл. Я пока что не нашел, мне одно только упало. Выпадет получше, будет поменьше. В целом как-то так. Перчатка у нас такая, тоже аналогично. Крит урон, электрический урон. И я взял физ сопротивления. Я потестил сопротивляемость. В целом, как и в первом варианте можно. Но оно сильно не роляет, лишь по одной причине. Урон у нас такой, что мы в целом дэмэджа не получаем. Да, совсем забыл сказать. Вот здесь на скилле не написано, что мультивыстрел нужно зажимать. Зажимайте его, ребят. Там не 3 стрелы будет стрелять, а около 10, вроде бы 10. И при этом расхода маны и хп, то есть в нашем случае, не будет. Поэтому мы будем 100% всегда отхиливаться. Боссы в такой сборке просто умирают. Они ваншотятся, они не могут выжить. В лайте мы играем. Можете играть в коже, в чем хотите, на самом деле можете играть. Но я играю в лайте, потому что... Нет, я уже объяснял, почему. Из-за мувмента. Мне просто нравится почаще прыгать. Я вот такой человек, я выбираю такие сборки. ХП вот здесь. Там я записывал, было и 30, и 60, я не помню, сколько до этого записывал. Я экспериментировал, можно взять 40 в целом. Урона все равно будет хватать, так поднимется выживаемость. Возьмите 40, 61 ловкость и концентрации 10. В целом вам будет достаточно. Если выбрали этот лук, то в целом вообще пофигу, можно лицом идти. Также в этой тушке можно взять повышение барьера на 40%, но мне и так зашло, я не знаю. В целом оно не нужно. Я играю без барьера, поэтому у меня вот такая. Но если вы будете играть через вот этот лук, лучше возьмите вот здесь барьер. У меня просто скорость бега тут большая. Отхил высокий, крит урон высокий. Я не знаю, у меня все взрывается. Мне в целом, я до мобов не подхожу. ХП у меня всегда полная. Всегда полная. Урон режется, вот этих минус 12%, а они не 12, это 24, потому что у нас всегда маленькая хп. 24% порезки. Если выкрутите на x2 там или на x4, то будет вообще до 20% здесь можно получить. То вы в целом много дэмэджа не получаете. Поэтому, ну, я играю вот так. Вы в целом видите демонстрацию того, как я играю. Вы видели это несколько раз. Я вставки вставлял. Мы бегаем, просто за экраном все чистим. А на этом все. Сегодня я показал тебе то, на чем я играю в данной игре. А ты можешь поделиться своей сборкой в комментариях. Если вам понравилось данное видео, вы можете показать мне это своим лайком. Обязательно пишите комментарии, чтобы я знал, что я что-то делаю не так. Может быть, вы хотите дать мне какие-то рекомендации по сборке. Также переходите в наше сообщество в Дискорде и Телеграм, чтобы играть вместе в разные игры и узнавать новости из первых рук. Вы были на канале Стример, а я Вовка Петрожицкий. И вы можете подписаться на меня во всех соцсетях. Ссылочки будут в описании. Всем пока!